На южной окраине Техаса, под палящим солнцем и ветрами, что всегда пахли пылью и сухой травой, проходил ежегодный аукцион по усыновлению. Это был один из тех дней, когда приюты для сирот пытались дать детям шанс не всегда по доброте, а порой из-за нехватки мест и бюджета. Люди приходили в поисках помощи по хозяйству, дешевой рабочей силы или просто из желания показать себя благородными перед соседями. Дети выстраивались в ряды чистые, вымытые, наряженные, как витринные куклы. Каждый старался выглядеть скромно, послушно и полезно. Среди них стояла Эмми, девочка лет 12, с мягкими чертами лица, глазами цвета лесного ореха и телом, которое в этом месте считалось ненужным. Она была полной, ее движения были тяжеловаты, а взгляд опущен. Другие дети поглядывали на нее с жалостью, а некоторые даже с облегчением. На фоне Эмми шансы остальных казались выше. Люди подходили, спрашивали у смотрителей про здоровье, силу, привычки. Никто не задавал вопросов об Эмме. Некоторые едва взглянули на нее с ухмылкой или с едва скрытым пренебрежением. Чей-то шепот сравнил ее с обрюзгшей индейкой. Она все слышала. Она все понимала. Час за часом дети исчезали из рядов, уводимые новыми семьями. Эмми осталась одна, все еще стоя на солнце, держась прямо, хотя плечи ее уже дрожали от усталости. Смотритель начал уже убирать списки, подводя итог. Казалось, все решено. Но в самый последний момент на аукцион приехал мужчина. Его звали Джонатан. Высокий, в потертой рубашке, с лицом, обветренным ветрами и временем. Он был вдовцом, владел скромной фермой в 20 милях от города. Он не планировал приезжать сегодня, просто оказался по делам неподалеку. Джонатан прошел вдоль пустого ряда, где осталась только Эмми. Он не спрашивал о весе, не сверялся с бумагами. Он смотрел на нее внимательно и долго, и после этого просто кивнул смотрителю. Так Эмми поехала на ферму не как товар, не как работник, а как человек, которого заметили, когда никто не хотел видеть. Жизнь там не была сказкой, но была теплой, честной и настоящей. С каждым месяцем она менялась не ради кого-то, а потому что впервые почувствовала себя нужной. Люди в округе долго удивлялись выбору Джонатана, но потом перестали, потому что девочка, которую никто не хотел, оказалась тем, кого всем не хватало добрым сердцем в мире, где слишком часто судят по внешнему. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.